В тот вечер воздух в Бостоне был пропитан запахом прелой листвы и соли с залива. В старом общественном парке, где вековые дубы отбрасывали длинные искривленные тени, царила зловещая тишина. В центре одной из аллей стояло инвалидное кресло, в котором неподвижно сидела 12-летняя Грейс. Позади нее, вцепившись в кожаные ручки кресла тонкими пальцами, стояла Вивиан, невеста ее отца. Тишину разорвал топот. К ним бежал Билли, сын их экономки, мальчишка лет 11. Его лицо было измазано сажей, а дыхание вырывалось из груди с присвистом. Остановившись в паре шагов, он выкрикнул то, что заставило мир вокруг Артура, отца девочки, пошатнуться. Его дочь может ходить, но Вивиан намеренно лишает ее этой возможности. Артур замер. Он медленно обернулся к мальчику, его лицо, еще минуту назад расслабленное, превратилось в суровую маску. Без лишних слов он потребовал объяснений. Билли, дрожа от страха и решимости, рассказал о маленьком прозрачном флаконе без этикетки, который Вивиан прятала за банками с корицей на верхней полке кухни. Он видел, как она подмешивала жидкость в апельсиновый сок Грейс, единственный напиток, который девочке разрешалось пить. Вивиан попыталась рассмеяться, но это был сухой, надтреснутый звук. Она заговорила о детских фантазиях и сложном неврологическом диагнозе, который якобы поставили врачи в Массачусетском госпитале. Однако на прямой вопрос Артура об именах врачей и медицинских картах она лишь сбивчиво твердила о конфиденциальных протоколах. Подозрение, копившееся в душе Артура месяцами, начало обретать форму. Он вспомнил странную сонливость дочери после каждого обеда и то, как Вивиан всегда пресекала их попытки остаться наедине. Билли добавил последнюю деталь. Он видел в браузере ее ноутбука открытые страницы о растительных алкалоидах, вызывающих временный паралич нижних конечностей и когнитивный туман. Впервые за долгое время Грейс подала голос. Она призналась, что по ночам, когда действие лекарства ослабевало, она чувствовала покалывание в пальцах ног и даже могла немного шевелить ими под одеялом. Глядя на отца, она со слезами на глазах сказала, что дома ее тело кажется ей чужим и свинцовым, но здесь, в парке, туман в голове начинает рассеиваться. Ярость и осознание собственной слепоты захлестнули Артура. Когда Вивиан попыталась снова подойти к креслу, прикрываясь маской заботы, он преградил ей путь. Теперь ее жесты, прижатая к груди рука, театральные вздохи, казались ему не признаками любви, а тщательно отрепетированным спектаклем. Артур решительно развернул кресло в сторону выхода. Он приказал Билли следовать за ними, чтобы тот указал на тайники в доме, включая тот, что был спрятан в глубине морозильной камеры. Вивиан стояла на пустой аллее, глядя им вслед. Ее лицо, лишенное маски добродетеля, стало холодным и расчетливым. Она поняла, что ее сложная игра, целью которой было полное подчинение Артура через зависимость его дочери, подошла к финалу под холодным небом Бостона. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.